Продолжая линию региональной нестабильности, нельзя обойти стороной крушение самолета в Турции вечером 23 декабря, на борту которого находился начальник Генерального штаба армии правительства национального согласия Ливии Мухаммад Али Ахмад Аль-Хаддад. Формально речь идет об авиационной катастрофе, однако ее контекст делает событие политически значимым. ПНС контролирует запад Ливии и опирается прежде всего на поддержку Анкары, которая рассматривает Ливию как ключевой элемент своей стратегии в Восточном Средиземноморье, в первую очередь в вопросах морских границ, газа и энергетической логистики. Бизнес-джет Falcon 50 вылетел из Анкары в Триполи, вскоре сообщил о неисправности электрооборудования и запросил экстренную посадку, после чего связь с ним была потеряна. Обломки самолета обнаружили в районе Хаймана. Погибли Аль-Хаддад и члены его делегации. Ливийские и турецкие власти заявили о технической причине катастрофы. Был объявлен траур и начато расследование. Однако Аль-Хаддад был не просто военным чиновником, а ключевым связующим звеном между ливийским генштабом и турецким военным руководством. Его недавние встречи в Анкаре с турецкими генералами подчеркивали его роль в обеспечении управляемости турецкого военного присутствия в Западной Ливии. В ливийских условиях именно такие фигуры имеют решающее значение и одновременно являются наиболее уязвимыми. Его гибель объективно ослабляет позиции Турции в Триполи как минимум на тактическом уровне. Разрываются персональные каналы связи, возникает вакуум договоренностей, а вопрос преемственности запускает внутреннюю конкуренцию. В выигрыше оказываются силы, для которых усиление Анкары в Ливии было нежелательным. Даже без прямого внешнего вмешательства достаточно совпадения интересов. Особую значимость происшествию придает его совпадение по времени с резким обострением вокруг Восточного Средиземноморья. В последние дни Греция, Израиль и Кипр оформили стратегические военно-политические договоренности, а Афины обвинили Турцию и Ливию в незаконных действиях, связанных с морской делимитацией и освоением энергетических ресурсов. Турция же опирается на соглашение с Триполи о морских границах, подписанное в 2020 году и не признаваемое Грецией и Египтом. Показательно, что Аль-Хаддад находился в Анкаре и, по всей вероятности, обсуждал с турецкой стороной именно эти чувствительные вопросы, связанные с морской акваторией и энергетикой. Независимо от причин катастрофы, ее последствия наносят удар по ливийско-турецкой связке в один из самых напряженных моментов. В результате гибель начальника генштаба ПНС Ливии перестает выглядеть изолированным эпизодом и вписывается в более широкую борьбу за контроль над Восточным Средиземноморьем, где политика, военная сила и энергия переплетаются все плотнее, и где даже технические аварии начинают менять баланс сил. На этом фоне участие ливийской стороны в расследовании приобретает дополнительное измерение. Решение Министерства транспорта Ливии направить в Турцию собственную группу экспертов по гражданской авиации формально выглядит как стандартная процедура, однако по сути отражает стремление Триполи сохранить контроль над трактовкой произошедшего. Функция этих специалистов не ограничивается техническим мониторингом. Они фиксируют ход расследования, собирают данные и формируют собственную версию обстоятельств катастрофы, итогом чего станет отдельный отчет для ливийского руководства. В условиях, когда погибший Аль-Хаддад был ключевой фигурой в системе ливийско-турецких военных договоренностей, любая деталь расследования автоматически приобретает политическую нагрузку. Параллельно Анкара демонстрирует стремление укрепить свои региональные опоры на фоне нарастающего давления со стороны Израиля и формирующегося альянса Израиль, Греция, Кипр. Заявление высокопоставленных турецких военных на встрече с представителями КСИР о том, что безопасность Исламской Республики Иран является частью безопасности Турции, носит откровенно стратегический характер. Эти формулировки прозвучали не в вакууме, а сразу после жестких заявлений со стороны Нетаньяху и на фоне открытого оформления нового военно-политического блока в Восточном Средиземноморье, который в турецких СМИ был охарактеризован как антитурецкий. Анкара тем самым подчеркивает,
что рассматривает Иран как единственную по-настоящему самостоятельную и устойчивую силу в регионе, способную выступать противовесом растущему израильскому влиянию. На этом фоне предстоящий визит Реджепа Таyyипа Эрдогана в Иран для встречи с Масудом Пезешкианом и имамом Хаминеи выглядит как попытка зафиксировать стратегическое сближение именно в момент резкого обострения региональной конфигурации. Израиль, в свою очередь, последовательно повышает градус риторики. Заявление о красных линиях, о недопустимости передачи истребителей F-35 любым государствам региона и о необходимости максимального развития собственного оборонного производства отражают отказ от логики баланса сил. Посыл предельно ясен. Воздушное и технологическое превосходство должно оставаться исключительно в руках Израиля, даже если для этого потребуется сократить зависимость от союзников. Эти сигналы адресованы одновременно Ирану, Турции и Саудовской Аравии и свидетельствуют о формировании модели жесткого одностороннего сдерживания. Публикации The Wall Street Journal о том, что Израиль допускает новые удары по Ирану на фоне попыток Тегерана восстановить программу баллистических ракет, дополняют эту картину. Подобные утечки усиливают давление на регион и одновременно осложняют усилия США по стабилизации ситуации. Выступление Нетаньяху, министра обороны и командующего ВВС Израиля, с заявлениями о готовности к соответствующим шагам, формирует атмосферу постоянной готовности к эскалации, в которой дипломатические окна стремительно сужаются. Дополнительное напряжение создает и кавказское направление. Сообщения иранских СМИ, подконтрольных КСИР, о визите главы израильского управления вооружений Мапат Даниэля Голда в Баку и публичной демонстрации ракет Sea Breaker, Icebreaker производства «Рафаэль» воспринимаются в Тегеране как прямой военный сигнал. Характеристики этих систем, включая дальность до 300 километров и заявленную устойчивость к РЭБ, указывают на их потенциальное применение против целей в Каспийском регионе. Тем самым, по словам иранских СМИ, союз Израиля и Азербайджана выходит из теневого формата в открытую фазу демонстрации силы, формируя новый контур давления на Иран через Южный Кавказ. На этом фоне, по утверждениям турецких СМИ, Нетаньяху ведет осторожную, но настойчивую медийную кампанию накануне своей встречи с Трампом. По данным турецких СМИ, через публикации и аналитические вбросы в американское информационное поле транслируется тезис о недопустимости усиления Турции и ее возвращения в программу F-35, а также о нежелательности роли Анкары в послевоенных конфигурациях вокруг Газы. Дополняет эту линию опрос, опубликованный Jewish People Policy Institute, согласно которому Иран и Турция воспринимаются как главные угрозы существованию Израиля. Такой нарратив призван зафиксировать в сознании американского истеблишмента образ Турции не как союзника, а как системного конкурента. Турция, в свою очередь, продолжает подчеркивать стратегическую связку с Ираном. Заявление гендиректора по вопросам обороны и безопасности Минобороны Турции Илкая Алтындага о том, что безопасность Ирана является неотъемлемой частью безопасности Турции, стало еще одним элементом этой линии. Подобные формулировки неизбежно вызывают вопросы у других региональных игроков, включая Азербайджан, и дополнительно усложняют общую конфигурацию союзов и противоречий. В эту же логику вписывается и активизация российского посредничества. Сообщения израильских источников, включая Кан-11, указывают на то, что Россия с одобрения США выступает посредником между Израилем и Сирией. Для Израиля присутствие России в Южной Сирии выглядит предпочтительнее турецкого влияния, тогда как Москва стремится перераспределить военные силы и закрепить позиции в новой сирийской реальности. Этот фактор еще раз подчеркивает, что борьба за регион все чаще ведется не прямыми столкновениями, а через выбор допустимых посредников и архитекторов безопасности. Даже инциденты с беспилотниками у турецких границ со стороны Черного моря становятся частью общей картины. Заявление Минобороны Турции о росте угроз БПЛА на фоне войны между Россией и Украиной и о принятии дополнительных мер ПВО подчеркивают, что регион входит в фазу постоянной военной настороженности, где каждый эпизод рассматривается сквозь призму возможной эскалации. Таким образом, катастрофа под Анкарой
окончательно перестает быть изолированным эпизодом. Она накладывается на синхронные процессы, от ливийского и восточно-средиземноморского треков до иранского, кавказского и сирийского направлений, и становится частью общей динамики перераспределения силы. В этой точке переплетаются интересы Турции, Ливии, Израиля, Ирана, Греции и внешних игроков. И именно здесь даже формально-технические события начинают работать как политические триггеры, способные влиять на баланс сил значительно шире одного авиационного инцидента. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы не пропускать самые важные и актуальные геополитические процессы в мире и регионе Ближнего Востока.